30 июня ни в коем случае не делайте это и не выносите из дома, иначе таким образом вы вынесете и достаток, и благополучие, и удачу из своего дома. Далее, друзья, все более подробно. Итак, 30 июня православные чествуют память мучеников Савела, Мануила и Исмаила. А также напоминаем, что у нас с вами продолжается пост. Савел, Мануил и Исмаил были христианские мученики. Святые по жизни были родными братьями, а происходили они из богатой семьи язычников. Мать их была православной, поэтому дети были крещены и выучены при храмах. Спустя время были отправлены в армию, но благодаря своему образованию и знаниям были направлены заниматься переговорами и различными пограничными делами. Согласно легенде, они отказались от празднования одного из языческих праздников, а также вовсе отреклись признавать чужую веру, за что и были подвержены пыткам. В народе этот день прозвали Днем Мануила или Солнцестой. Почему именно солнцестой? А дело в том, что сегодня в этот день солнце стоит в зените. Поэтому и растения сегодня, считали наши предки, растут в 2 раза быстрее. В те времена было привычно для людей наблюдать за текущей погодой. А по своим наблюдениям к вечеру за семейным столом рассказывали свои наблюдения и старались предсказать погоду на будущее. Говорили, что если погода в этот день будет с осадками, то и зима предстоит очень морозной и снежной. В некоторых регионах этот праздник посвящали богу солнцу Яриле. Такой праздник назывался Ярилка и проходил на берегу ближайших водоемов, где дети резвились и купались, а взрослые проводили обед на природе, а к вечеру проводили специальные обряды. Одним из таких обрядов был связан с яйцами. Яйца каждой из курочек, которые были у семьи, нужно было собрать и по итогу отварить на берегу озера или речки. И считалось, что чем больше яиц соберут и отварят, тем больше будут нести их крылатые друзья в ближайший год. Перед дождем, как обычно бывало, многие звери вели себя странно и всеми знаками пытались рассказать людям о предстоящей беде. Воробьи сильно хохлились, лягушки выпрыгивали на берег, а бобры всю ночь трудились, не давая спать людям после тяжелого и трудового дня. Даже дождевые черви чувствовали и выползали сегодня из земли. Но ближайший дождь не заставлял грустить. Дело в том, что согласно народным приметам гроза сегодня сулила богатый урожай. И, как известно, после дождя зачастую была радуга, а она предупреждала о хорошей погоде на следующий летний день. На водоемах, если замечали, что кувшинки не поднимались из воды к утру, то стоило ждать похолодания и смены погоды. Красный месяц сулил дождь. Во многих областях в этот день народ устраивал различные ярмарки, веселья и гуляния. Такой праздник считался народным, и все старались как можно чаще собраться с семьей за столом. 30 июня вечером не стоило лишний раз выходить из дома без какой-то сильной надобности. Собирались только у водоемов всей семьей и в куче. По народным легендам, сегодня вся нечисть и злые силы караулили под домами у людей и пытались утащить всех, кого видели. Эти мистические существа обманывали и манили людей, крутили им голову, и все это было ради забавы. И если наши предки попадали в такие ситуации, то люди старались сразу же креститься, молиться и просили Господа Бога о защите. Мужчины в этот день обязаны были защищать свой родной дом и быть для семьи своей опекой. Их главная задача была оберегать и сторожить. К вечеру они выходили, как правило, на улицу, стреляли из оружия и пытаясь тем самым отпугнуть все зло, которое было рядом с домом.
Иногда даже организовывались по несколько человек, мужчины из соседних домов, и ходили в караул вместе. Так было безопаснее, не так страшно. Что касалось же народных традиций, то сегодня не рекомендовали одалживать ничего и ни у кого. Кто-то ограничивал себя во всех вещах, кто-то не позволял себе одалживать деньги, кто-то предметы быта, каждый сам для себя решал, как ему поступать. Но была одна особенность, которую знали все. Такая особенность была связана с огнем и тем, кто может гореть. Такие вещи, взятые у кого-либо, могли привести к пожару или даже к нищете. Что же касается уборки, то ее старались отодвинуть на другой день и сегодня не убирали вовсе. В основном запрет был на подметание полов. Таким образом, легко можно было вымести здоровье, достаток и удачу из дома. Поэтому сегодня не тратьте время на пылесос, веник с совком или швабру. Оставьте это все на более благоприятный день. Вымойте сегодня посуду, полейте цветы, и все манипуляции сегодня с водой как никогда кстати. А вот цветы начнут хорошо расти, а те, которые немного завяли, быстро придут в чувство, особенно если вы за день до этого поставите в водичку что-то серебряное и оставите емкость под лучами солнца. Ни в коем случае нельзя было сегодня ругаться, скандалить, жаловаться и наговаривать на свою судьбу. Также винить кого-либо и за что-либо. Таким образом, вы только можете усугубить свое настроение, как и свои текущие дела, у которых произошел застой. Не вините всех вокруг, а наоборот благодарите за все то, что вы имеете. Постарайтесь взять у кого-то совет, пообщаться и посоветоваться с кем-то из этой сферы. И помните, что под лежащий камень вода не течет. Поэтому старайтесь и верьте в свой успех и силы, которые однозначно помогут вам в решении ваших проблем. Если же вдруг ссора произошла и ситуация вышла из-под контроля, ни в коем случае не выносите эти истории из вашей избы. Решайте всегда эти проблемы между друг другом в узком кругу и без лишних глаз. Знайте, что чем меньше люди знают, тем крепче ваши отношения будут. Обращаем ваше внимание, что 30 июня именины отмечают Иосиф, Исмаил, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Пелагея. А вот люди, которые родились сегодня, имеют огромный творческий потенциал и невероятные умственные способности, а упорство и невероятная решительность обязательно приведут вас к успеху. Также обращаем ваше внимание, что в этот день нельзя обращать внимание на разные видения. Нельзя во двор пускать и заблудшую белую корову, ведь в ее облике может прийти нечистая сила, которая стремится попасть в стойло с другими животными, чтобы потом их заморить до полусмерти. Нельзя в этот день и давать деньги в долг, иначе из дома может уйти счастье вместе с достатком. Не выносите в этот день и из дома огонь, иначе, согласно народным поверьям, именно огонь внесет из дома и всю жизнь. Поэтому в этот день ни в коем случае из дома не давайте кому-либо спички, свечки, а также выходить из дома с зажженной сигаретой не нужно делать в этот день. Не стоит и вечер этого дня, 30 июня, проводить в тишине. В этот день нужно вести себя громко и весело. А вот если вы живете в регионе и у вас уже цветут кувшинки, то ни в коем случае не разрешайте деткам рвать такие красивые цветы, потому что, согласно народным поверьям, ребенок может утонуть и превратиться в русалку, которая будет кричать детским голосом и звать своих родителей. Конечно же, это народные поверья, но наши предки недаром знали именно эти поверья. Также девушкам 30 июня ни в коем случае нельзя наклоняться за белыми кувшинками, потому что считалось, что их распустили русалки, чтобы привлечь невинную душу и утащить ее на дно.
В это верили наши предки. А также наши предки знали, что в этот день нельзя выходить на улицу, если услышали жалобные просьбы об огне, потому что так считалось, что нечисть ходит по дворам, и если пустить ее в дом, то придут беды и болезни. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что в этот день не рекомендуется укорачивать волосы, иначе состояние, именно денежное, нарастить будет так же тяжело, как вырастить косу, так говорили наши прабабушки. Также обращаем ваше особое внимание, что постарайтесь в этот день никому ничего не давать в долг. А вот забирать долг можно, потому что именно эта операция поможет улучшить ваше финансовое положение и защитит, что немаловажно, вас от бесполезных трат. Также постарайтесь в этот день спланировать июль уже, потому что 30 июня последний день этого месяца, а далее у нас с вами наступает июль, а это уже середина лета. Продумайте о том, что бы вы хотели сделать в июле и в августе. Очень важно, чтобы вы спланировали тот же отпуск, возможно, вы планируете консервацию, возможно, поехать на дачу и так далее. Очень важно, когда вы будете планировать. Когда вы умеете планировать, значит, вы умеете и строить все свои планы. Помните об этом. А возможно, вы в этот период хотите взять подработку и заработать больше денег, чтобы уже в бархатный сезон отправиться, например, в какое-то путешествие или на отдых. Помните о том, что многие вещи зависят только от вас. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Желаем вам прекрасного дня. Пусть в вашей жизни все течет, все меняется только в лучшую сторону. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация действительно будет полезна и важна. А прямо сейчас на экране, друзья, увидите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Там много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. Всех вам благ, друзья, услышимся с вами уже в следующем видео.